Привет, друзья! Думаю, многие из вас уже успели целиком и полностью отыграть новое DLS дополнение игры Kingdom Rush Alliance под названием «Колоссальная угроза». Ну или, по крайней мере, те, у кого была такая возможность, была игра, кто покупал себе это DLS дополнение, не пожертвовал там энное количество денежек и смог получить на самом деле максимальное удовольствие и наслаждение от прохождения этих 5 компаний. Я, например, друзья, на самом деле получил безумное наслаждение, удовольствие от прохождения каждого этапа. Да, я отыгрывал с небольшим опозданием по некоторым своим личным причинам семейного характера, но тем не менее целиком полностью получил удовольствие уже потом в дальнейшем, в последующем, хотя и была эта компания переработана, то бишь уже по ходу дела ее дорабатывали, обновляли, то бишь коммуницирует Ironhide постоянно с игровым сообществом, и что очень приятно знать, реагирует на те или иные мнения игроков со всего мира. Но, друзья, в сегодняшнем видео речь пойдет немножко о другом, а именно о врагах, друзья, о врагах и бойцах, и боссах. Пока Kingdom Rush Alliance у нас не имеет полноценной энциклопедии, мы не можем зайти в любой момент и посмотреть, что на что способен тот или иной враг, той или иной мини-компании или основной компании. Поэтому, друзья, надеюсь, сегодняшнее видео поможет вам разобраться во всех тонкостях и нюансах врагов DLS «Колоссальная угроза». И начнем, друзья, мы с вами с самого такого бомжатского врага. Это клон. Да, это базовый клон, который бездумно наступает в огромном количестве, и в принципе клон, с которого все по большому счету начинается. То бишь уже потом в последующем мы будем иметь дело с более мощными врагами, которые уже создаются на его основе. Но что интересно, друзья, начинаем мы встречу с вами с врагами не с клона, а начинаем встречу мы с молотобойцем Черностали, который появляется на первом этапе этого обновления. И, кстати, я вам хочу сказать, что на первом этапе довольно большое количество врагов уже нам встречается, и мы, в принципе, целиком и полностью понимаем, какая нас, скажем, такая ждет действительно фантастическая битва в дальнейшем. Так вот, молотобой Черностали, я буду брать показатели исключительно, друзья, безумца, но по большому счету на каждом из постера вы сможете наблюдать его статы по каждому уровню, начиная там от новичка и заканчивая невозможным. Так вот, на невозможном он имеет 450 здоровья, и при этом он наносит 12-18 урона. Изначально уровень его здоровья был 500, то бишь на 50 единиц его пофиксили немножечко, потому что он показался довольно таким мощным стартовым врагом. На самом деле действительно хп прилично. За него мы с вами, друзья, получаем 22 монетки, то бишь когда мы его так побеждаем величественно, 22 монеточки нам в копилочку, друзья. После, на этой же первой локации, мы с вами можем повстречать щитоносца Черностали. И этот перец уже такой становится, знаете, более проблемным, нежели первый молотобоец. Потому что если предыдущий не имел никакой абсолютно брони, то у щитоносца Черностали довольно хорошая физическая броня. Помимо этого он имеет 610 здоровья и наносит 18-26 урона. Но, друзья, этот же пупс с определенной хитринкой. После того, как мы его побеждаем, своего рода, знаете, разваливаем ему щит и забираем, он перерождается в того же самого молотобойца Черностали. То бишь, у нас выходит враг с таким не то что респавном, а двойным раундом. То бишь, нам надо с ним бодаться целых 2 раунда. Ну и при этом баблишка он тоже нам приносит чуть побольше. То бишь, он нам дает 30 монеточек за победу над щитоносцем и, соответственно, 22 монеточки над победой над молотобойцем Черностали.
Далее, друзья, также на первой локации мы можем повстречаться с ломовым бегуном. И это уже первый такой, скажем, механический враг, который довольно быстрый. Он не имеет какого-то такого грандиозного здоровья, там 230 единиц всего лишь на невозможном, 7-11 урона. Также он не имеет ни магической, ни физической брони. Но обычно они идут как бы такой небольшой группкой, друзья, и довольно быстрые и шустрые. Поэтому в этот момент учитывайте, рассчитывайте для того, чтобы хорошо так стопорнуть как бы и уничтожить. Они нам дают плюс 6 монеточек, и после того, как мы их уничтожаем, они превращаются, друзья, в такую как бы кучку металлического мусора. И запомните этот момент, мы еще к нему обязательно вернемся, друзья. Дальше у нас также на первой локации мы можем встретить первого летающего как бы врага, и это летающий часовой. Его основные навыки: он летает и после уничтожения превращается в катящегося часового. Это уже следующий враг, о котором мы поговорим немножко позже, друзья. При уничтожении летающего часового мы получаем 5 единиц золотых монеточек. Летающий часовой имеет 200 здоровья на невозможном, просто летит, как бы урона не наносит, имеет слабую физическую броню. Но после того, как мы его сбиваем, этот часовой спешивается, и он становится уже катящимся, друзья, часовым. После уничтожения также превращается в металлолом, имеет дальнюю атаку. Урон у него относительно небольшой, 6-10. Здоровье 890, но у него довольно дальняя действительно атака, друзья, и этот момент тоже контрольте, потому что как бы наносит урон он довольно часто, отстреливая, знаете, своего рода таким как бы пулеметом добротненьким, поэтому может, если вы забудете о своем как бы герое или, например, юнитах пехоте, то могут убрать на раз. За уничтожение катящегося часового, друзья, мы получаем 25 монеточек. Также вот он превращается как бы такую вот в кучку металлического мусора. Следующий, друзья, враг — это у нас кулак черностали. И этот как бы злодей, он также имеет свою определенную хитринку. Его просто особая атака, особый навык, он оглушает солдат игрока. Он наносит 6-9 урона, имеет 780 единиц здоровья. Но у него довольно, у него средняя физическая броня. То бишь с этим врагом также будет необходимо немножко помучаться. Плюс вот он имеет возможность нанести удар по площади и в этот момент застанить наших юнитов, в том числе, друзья, и героя. Поэтому будьте с этим тоже внимательны. При уничтожении кулака черностали мы получаем 30 монеточек. Добротненько, добротненько, очень-очень даже неплохо. А вот теперь, народ, вспоминаем кучку металлического мусора и переходим с вами к безумному жестянщику. Безумный жестянщик — это своего рода механик, своего рода инженер, каким был, например, вот в Kingdom Rush Vengeance. Помните локации, гномьи локации, там тоже был также вот как бы гномий инженер, который ремонтировал всех механоидов, как бы механические изделия, и давал им своего рода вторую жизнь. Здесь, друзья, немножечко по-другому, но обо всем поподробнее. Безумный жестянщик, он создает дронов из металлолома, оставленного другими врагами. То бишь это у нас получается летающий часовой, катящийся часовой и первый как бы бот, о котором мы с вами тоже говорили, ломовой бегун. Те, которые непосредственно превращаются при их уничтожении в эти самые кучки, металлические кучки мусора. Безумный жестянщик имеет 1100 здоровья, 26 и 16-24 у него единиц урона, и при этом он имеет довольно такую как бы среднюю магическую броню. То бишь, да, не все магические башни хорошо играются в этих гномьих локациях, друзья. За уничтожение безумного жестянщика мы с вами получим 70 монеточек. Очень даже неплохо. Кстати, количество монет тоже было немножко изменено. Я не помню, по каким конкретно врагам, но немножечко как бы нам добавляли вот количество полученных монет за уничтожение врагов. После жестянщика, друзья, как раз стоит поговорить о втором летающем враге. Это именно ломовой дрон.
то бишь как бы тот самый ломовой дрон, он летает, который, который создается жестянщиком при его контакте с металлическим мусором, друзья. Имеет 60 здоровья, не наносит никакого урона, но зачастую их также довольно много, они летят, они все равно могут создавать проблемы, и если вы пропустите этого ломового дрона за свои флажки, как ни крути, он также отберет у вас, друзья, одну жизнь. Даже несмотря на то, что вы за него не получите никаких абсолютно дивидендов. То бишь монеточки за ломовой дрон 0,0. Но их также как бы необходимо сносить. Так, вот так вот, будьте внимательны. Не все враги нам как бы золотишко подкинут. Теперь, друзья, идет такая, знаете, своего рода хардкоровская, такая тяжелая братва. Ну, по крайней мере, вот, например, наковальня Черностали, я его, в своем личном, например, вот листе врагов этих гномих локаций, я его точно отношу к категории хардкоровских. И сейчас расскажу почему. Он имеет 1550 здоровья, наносит 38-58 урона на невозможном, при этом имеет довольно приличную магическую броню, друзья. Но и это даже еще не последние его основные навыки. Он усиливает броню и скорость воинам, которые бегут вместе с ним в наступление. То бишь он усиливает всех своих союзников. И не только усиливает, но и ускоряет. Вы можете представить, когда вот, например, первый механический как бы ломовой бегун, когда вот он сам имеет такую довольно неплохую скорость, а когда он еще как бы, знаете, так ускоряется за счет воздействия наковальни, это прям просто безумие происходит. Это происходит безумие, как может вспомните вот эти вот головастики в локациях с надзирателем, когда глаз открывается, они там мало того, что регенерят, они еще так ускоряются быстро, что просто теряешься. Как бы вот где-то здесь что-то похожее вместе с этим наковальней Черностали. Но когда мы его завалим, друзья, нам за победу над ним дадут аж целых 80 золотишка, что также довольно немало. В следующем списке, друзья, идет дьявольский сварщик. И этот пупс, он тоже имеет свою определенную хитринку. Вы видите, я довольно часто упоминаю вот это слово хитринка, потому что враги здесь довольно разнообразные. Я по подсчетам, у меня вместе с мини-боссами вышло в общей сложности 12, так как и анонсировали в принципе Ironhide. И каждый из них, конечно, довольно такой вот мощный перец. Итак, дьявольский сварщик на уровне невозможный, имеет 1990 здоровья, у него 60-84 урона, друзья. Но при этом, благо, он не имеет никакой защиты, ни физической брони, ни магической брони. Он отключает башню после смерти. Да, народ, вот он идет как бы в такой вот маске сварщика и за собой несет газовый баллон. После того, как мы его сносим, эпично этот баллон от него отсоединяется и своего рода летает по воздуху. И в какой-то момент херак, и он уже в башню влетает, и башня наша останется. И на некоторое время не наносит никакого урона, то бишь он ее обезвреживает, и она вот становится не работоспособной. За уничтожение дьявольского сварщика мы с вами получим 120 монеточек золотишка, что тоже довольно-таки неплохо, друзья. И теперь мы с вами переходим уже, знаете, на high level такой, поближе приближаемся к нашим боссятинам, точнее одному основному боссу. Этот момент я тоже как бы проговорю потом чуть немножко дальше. И переходим к мини-боссам. Громила Черностали, друзья. Не указано в основном информационном посте, что это мини-босс. Мне писали в комментариях, что при первоначальной как бы вариации было указано, что Громила Черностали мини-босс. Сейчас такой как бы момент убрали, но при этом он имеет 3860 здоровья и он имеет 104-156 урона, друзья, и у него просто восхитительная магическая броня. То бишь абсолютно все навыки, все характеристики мини-босса.
Ну, как ни крути. Поэтому для меня Громила Черностали мини-босс. На низком здоровье он разбегается и таранит солдат, нанося урон. Народ, после ребалансировки, то бишь после того, как Айронхайды мило побеседовали с игроками со всего мира, Громилу немножко переделали. То бишь вот этот вот, ну как было написано баг, его ускорение возле флажков, когда он неистово срывается, мчит, его просто вообще никак не остановить, только лишь попытаться при счастье завалить. И он был тогда намного сложнее. Когда я уже отыгрывал, то бишь после проведения баланса, ну, может за все вот его выступления, что я с ним бодался, 1 или 2 раза он у меня так ускорялся, друзья. Поэтому, ну, мне в этом плане опять-таки повезло. Те, кто отыгрывали изначально при первой версии, там, я уверен, потерпали от этого Громилы просто колоссально. Уничтожив Громилу Черностали, мы получим 200 монет золота. Очень даже прилично. Особенно на финальной локации, где их идет довольно много. Следующий, друзья, враг — это Страж Черностали. И здесь уже четко указано, что это мини-босс. При этом при низком здоровье приходит в ярость. Имеет 310 здоровья, 76, 114 у него урон. И у него просто восхитительнейшая броня, физическая броня. При этом, опять-таки, давайте вернемся к сравнительному аспекту. 3310, 76, 114 у Стража и 3860 и 104, 156 у Громилы. То бишь у нас Громила даже посолиднее идет Стража Черностали, друзья. Но при этом этот мини-босс, а тому вот как бы, знаете, категорию мини-босс убрали. Понизили в рейтинге, короче, нашего Громилу, бедняжечку. Чем-то он не угодил нашим разработчикам. За уничтожение Стража Черностали, друзья, вы получите 250 плюс золотишко. Очень даже неплохо. Ну, а теперь переходим уже непосредственно к Гримбороду, самому главному антагонисту этой обновы, этой вот колоссальной угрозы, этому величественному гению, который пытался создать своего автоматона и завоевать мир, или, я не знаю, просто элементарно доказать гномам, что они его недооценивали, друзья. И здесь на самом деле, как многие где-то так было упоминали, указывали, или как изначально мы думали, что будет босс-файты, то есть будет основной главный босс-файт, и будут, знаете, как бы мини-босс-файты. То бишь, как вот обычно в ДЛС-ках идет, там вот в Agency Hammerhold, например, или пиратская ДЛС, где у нас вот чуть ли не на каждой локации идет босс-файт с разными боссами. Так здесь, друзья, босс один. Просто мы своего рода, ну, как бы бодаемся с ним несколько раз. И впервые с Гримбородом мы встречаемся, друзья, на конвейере безумия. Он там, кстати, выбирается в течение кампании, выходит к пульту управления, и если его не останавливать и не блочить, народ, он открывает конвейер, и с этого конвейера выкатываются катящиеся часовые, которые на самом деле создают проблему, и их становится, ну, их как бы довольно много. Так вот, именно этот пеший, как бы, в течение кампании Гримбород, он управляет конвейером и создает часовых. Ну, в принципе, как я вот и проговорил. Имеет 1660 здоровья, 24-36 урона. То есть, да, с ним придется немножечко, как бы, помучиться, пободаться, но поверьте, оно того стоит. Но что самое обидное, победа над ним не приносит нам вообще никаких дивидендов. То бишь, 0 золотишка за победу вот именно... Вот это как бы... И то мы не просто его побеждаем, мы там, вы знаете, не ушатываем в ноль, а мы просто его загоняем обратно к нему вот в этот конвейер, там, грубо говоря, скажем, в его кабинет. И после того, как мы проходим всю локацию конвейер безумия, Гримбород выходит, там жалуется, кричит, что бла-бла-бла, вы такие-сякие, короче, туда-сюда, как вы посмели, вскакивает на свой летающий драндуль и пытается прорваться, друзья, к нашей точке. И здесь, если прошлый, хоть и написано, что его стоимость как бы 1 жизнь, но он никуда не идет, он просто тупо зависает над этим пультом за конвейером, то здесь этот Гримбород летит, стреляет металлолом
разломом в солдат и пытается добраться к нашим точкам. Он имеет 11 тысяч здоровья, друзья, и 72 108 урона. Но при этом, понятное дело, снеся босятину, нам монетки уже особые и не нужны. Чисто вот как бы указывается, что за него 0 монеточек. Победив Гримборода в конвейере безумия, он взлетает на этом, как бы скажем, своем драндуле немножко повыше, друзья. Он взлетает немножечко повыше и оказывается на компании Сердце Колосса, где с пульта управления тоже руководит своего рода туловищем этого автоматона. Я думаю, что вы очень хорошо помните о том, как он там ракетами выпускает, блочит башни, и кулаками, это самая-самая дерзкая фишка, он там просто сносит пихтуру, сносит героев, такой, знаете, как кулачный бой такой, херячит жестко, дико, и там надо только успевать уводить героев. Ну, победив Гримборода уже непосредственно на Сердце Колосса, он также одевает свой такой ракетный ранец, взлетает через небольшой лючок, друзья, и оказывается в зале клонирования. И вот здесь тоже идет довольно такой интересный, друзья, босс-файт в зале клонирования после победы и прохождения всего этапа, всех волн. Гримбород подвергается своего рода небольшой мутации за счет опять-таки вот этих своих изобретений, ведения клонирования, и превращает, как бы у него голова распухает, и он в мгновение создает обезображенных, друзья, клонов. Обезображенные клоны летают, и они имеют магический щит. Да-да, 890 здоровья имеет этот обезображенный клон. Он не наносит урона, он просто летит и имеет очень-очень хороший магический щит. Всего за весь босс-файт их появляется 16 единиц, каждый из которых, друзья, нам дарит несколько монеточек, а именно 20. Вот такой вот приятненький бонус и довольно интересный босс-файт. Кстати, в зале клонирования есть одна очень интереснейшая пасхалочка, прям восхитительнейшая. Захотите, можете найти, постукайте по одному из резервуаров среди клонов с правой стороны, это перед основным верхним выходом, и по центру, и вы там найдете очень интересную пасхалочку, друзья. Ну и финалом этой нашей, друзья, кампании будет, конечно же, босс-файт уже с Гримбородом на голове его автоматона. Он погружается в такой своего рода механический костюм и в течение всей локации создает нам траблы, ну а в финале уже персонально выходит для того, чтобы нас зафигачить. В этом босс-файте Гримбород запускает ракетный кулак против солдат игроков. Помимо этого всего прочего, в течение всего босс-файта вылетают небольшие кучки металлического мусора и также, в принципе, наносят урон пехоте юнитам, если таковые попадают под радиус их действия. Имеет Гримбород 17600 здоровья и 200-300, друзья, единиц урона. Но на самом деле скорость его передвижения невысокая. И в момент босс-файта с ним количество врагов также довольно, скажем, сносное. То бишь, очень-очень даже замечательно выходит и врагов сдерживать, и не отвлекаться от босс-файта. Конечно же, по финалу его победы золотишко мы не получаем, но зато получаем, друзья, массу удовольствия от того, что мы наконец-таки зафигачим этого гнусного злодея и этого вот мудреного гнома. Кстати, обязательно почитайте мультяшный комикс по завершению этого босс-файта, друзья, потому что Везнан, коварный Везнан, вновь, как этот паучок, знаете, плетет интриги и плетет очередную какую-то свою пакость, месть, я не знаю, но что-то мне подсказывает, что план его коварный уже давным-давно созрел, и он его потихонечку, друзья, реализовывает. Следующее обновление мы ожидаем в марте, надеюсь, ничего не поменяется, как бы, и релиз произойдет вовремя, как это планирует игровая студия Ironhide. Единственное, я очень надеюсь, что как бы они
максимально, скажем, эту предстоящую мини-компанию доделают, протестируют, все их бета-тестеры хорошо, как бы, знаете, там сутками, ночами и днями отработают, чтобы вот этой добалансировки потом в течение прохождения кампании уже не было. То бишь вот выдадут на гора уже готовую продукцию. Ну а мы с вами, игроки, друзья, полноценно насладимся прохождением этих этапов. А на этом все. Я очень благодарен вам за компанию, за внимание. Берегите себя, да пребудет с вами сила. Пока.